Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, прекрасная погода за окном, и с вами проект Forex Times и я, Дэн Стрелков. И, как всегда, традиционно уже приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые рекомендации, торговые прогнозы, собственно, чат, обучение, и приходите в комьюнити Forex Times, вы никогда не пожалеете, а в обучении я постараюсь научить вас. Почему говорю постараюсь? Потому что иногда бывает достаточно тяжело, но в любом случае доходим до конца, именно до получения прибыли учениками. Собственно, научу вас комплексному анализу рынка, который будет включать в себя волновую теорию Ральфа Эллиотта, данные Чикагской товарной биржи, по которым мы будем видеть целевые уровни, а именно уровни ожидания профессиональных участников рынка, а также вы познакомитесь с логическим анализом рынка по данным американского брокера Оанда. То есть вы будете видеть поведение толпы, выставление стоп-лоссов, тейк-профитов толпы, открытые ордера и лимитные ордера на покупку и продажу именно толпы. А логику вы прекрасно понимаете, рынок почти никогда не пойдет в направлении толпы. И если толпа покупает, то, скорее всего, покупать и не стоит. Но если все это мы с вами возьмем в комплексе, еще раз повторюсь, волновая теория Эллиотта, данные Чикагской товарной биржи, именно данные отчетов по ожиданиям профессиональных участников рынка, а также непрофессиональных участников рынка, данные по поведению толпы, то мы с вами увидим, в каком направлении желательно торговать. По данным Чикаго вы будете видеть целевые уровни в данном направлении, а по волновой теории Ральфа Эллиотта будете искать паттерны для входа в рынок. Приходите в комьюнити Forex Times, никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, будет три торговых инструмента: евро, золото и австралийский доллар, хоть в долгосрочной перспективе. По австралийскому доллару все достаточно сложно, но внутри недели там появилась одна интересная идея. Ну что ж, друзья, поехали по евро. Собственно, по евро такое ощущение, что не хватает еще одной, друзья, волны, пятой волны, и вы видите скопление опционных контрактов put. Также есть большое скопление опционных контрактов call. И вопрос, собственно, что нам делать? А делать вот, скорее всего, что по недельным опционным контрактам мы наверху видим всего 72 миллиона долларов опционных контрактов call, и здесь же находится максимальный открытый интерес по недельным опционным контрактам call. Данный уровень с большой вероятностью будет протестирован, после чего мы увидим снижение цены. И снижение цены как минимум в направлении уровня 1.1370. Это уровень максимального открытого интереса по недельным опционным контрактам put. Если мы с вами посмотрим на более младшем таймфрейме текущую вероятную коррекцию, то мы увидим, скорее всего, образование начального диагонального треугольника, собственно, 1, 2, 3, 4, 5 импульс в волне А, далее коррекцию в волне Б и импульс в волне С. И казалось бы, здорово, давайте продавать. Давайте, а вот это что такое? Вот это очень большой вопрос, друзья. Что это такое с точки зрения волновой теории Ральфа Эллиотта? Здесь накрутить можно. Мамма мия, все что угодно. Здесь можно накрутить импульс, потом плоскость, продолжение, снижение. Да, мне бы так очень хотелось. Но на самом деле здесь можно накрутить не только плоскость с дальнейшим снижением, а можно накрутить еще, прошу прощения, еще и конечный диагональный треугольник, казалось бы, но есть проблема, опять же, в конечных диагональных треугольниках.
Не может быть импульсных волн, а здесь у нас четкая импульсная волна. Но с другой стороны, мы с вами можем накрутить по-другому, ведь мы можем накрутить сюда еще одну волну и сказать, что это будет волна 1, и таким образом у нас получится конечный диагональный треугольник, после которого можно продавать. Собственно, друзья, здесь и вся проблема именно заключается в вопросе, что это такое, с чем это едят, как это расторговывать. Мне не очень понятно, как это расторговывать, поэтому для тех, кто работает с очень маленькими стоп-лоссами, расторговать это чудовище достаточно тяжело. Для тех, кто работает стратегически, в принципе, вы уже можете войти в рынок, стоп-лосс поставить чуть выше локального максимума, также на том же уровне поставить sell лимит, стоп-лосс поставить к уровню 72 миллионов опционных контрактов call, и еще один sell лимит со стоп-лоссом таким же, как до этого. Риск можете не увеличивать, по той простой причине, что стоп-лоссы здесь достаточно небольшие по сравнению с потенциальным профитом. Вот. Поэтому можно отторговать, в принципе, евро таким образом. Но все было бы ничего, если бы здесь у нас появился, ну, хоть подобие какого-то импульса. На данный момент здесь никакого подобия импульса нету, потому что это чудо совершенно непонятное. Но идея, я думаю, что вы поняли. Идея у нас такова: в данный момент с большой вероятностью не хватает все-таки еще одной нисходящей волны, после чего мы увидим, прошу прощения, с большой вероятностью большую глубокую коррекцию. Но сначала давайте с вами пока разберемся с этим вероятным снижением. А вот по золоту более-менее что-то проясняется по той простой причине, что уровень 4500, про который я говорил в прошлый раз, был достигнут. Это уровень был максимального открытого интереса по месячным опционным контрактам call, и в данный момент профессионалы переписали максимальный интерес чуть ниже к уровню 4400. Но что самое интересное, я подозреваю, что даже цена может сходить ниже этого уровня 4400, собственно. Если мы выставим с вами классический коррекционный канал А, Б, С, то мы увидим, что в волне С, чтобы она была импульсная, опять же, как и по евро, не хватает. Только по евро не хватает одной волны, по золоту не хватает еще двух волн. После чего можно уже разворачиваться. Вот такая вот идея. Если вы по золоту хотите торговать на продажу, то, наверное, этого делать в данный момент не стоит. По той простой причине, что, конечно, не бейте меня сильно палками, но треугольник пока еще никто не отменял. А, Б, С, Д, Е и рост. Треугольник пока еще никто не отменял. Да, конечно, кто-то может сказать мне, что в треугольнике не может быть импульса, но, друзья, спешу напомнить, что раньше мы с вами предполагали два варианта развития событий. Помните, я говорил, если у нас здесь импульс, то после коррекции можно будет очень неплохо продавать. Но сюда, кроме импульса, прекрасно накручивался и зигзаг. И на более младшем таймфрейме он там прекрасно виден. И я говорил, что если у нас с вами зигзаг, то в принципе возможен даже и треугольник. Так вот, в данный момент я и говорю, что если вы хотите, очень сильно хотите продать, чтобы успеть поймать эту пятую волну, то вам нужна очевиднейшая коррекция. Просто коррекция «вырви глаз» называется. В таком случае, если вы получите такую коррекцию, да, действительно, можно будет попробовать поймать пятую волну. Но если тут вдруг начнется с импульсного движения и коррекции, то с большой вероятностью можно даже попробовать
выставить отложенный ордер buy stop и стоп-лосс под коррекцию. Вдруг посмотреть, а вдруг у нас начнется реально образование треугольника. Я объясню вам, почему у меня есть сомнения. Дело в том, что сейчас абсолютно любого аналитика взять и спросить, что он думает по золоту, и он напишет именно канал нисходящий, это гадалки не ходите, и он напишет, что не хватает еще двух волн, после чего покупаем. То есть сейчас все аналитики и все люди, которые их читают, все убеждены в том, что мы сейчас упадем, а потом надо будет покупать. То есть та же история, как с биткоином. Из каждого утюга сейчас, буквально из каждого утюга, сейчас доносится вот эта теория. А давайте еще снизимся на одну волну, а потом будем покупать, и все станем резко сказочно богатыми. Я смотрю по биткоину, сказочно богатыми стали только те, которые обманули всех людей, говоря о том, что давайте покупать, и биткоин будет стоить 1 000 000, а потом он вдруг после там 1120 стал стоить 60 тысяч. То есть падение в 2 раза на 50% от максимальной стоимости. Сейчас по золоту то же самое. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь лидер какой-нибудь страны сказал о том, что да, золото сейчас немного упадет, а потом покупаем, оно вырастет. Но вот тогда 100% оно, скорее всего, не упадет, а улетит на треугольник. Вот увидите, так и будет, если кто-нибудь из очень знаменитых людей выскажет вот эту мысль. Потому что я пытаюсь подчеркнуть, что если все желают делать так, как все, то есть сначала мы немного падаем, потом растем, то значит весь мир будет покупать. Всегда нужно задаваться вопросом, а толпа же будет покупать, правильно? Да, толпа будет покупать. Потому что толпе рассказали о том, что надо покупать. Вся толпа будет покупать. Вопрос, а кто будет продавать толпе? Ликвидность. Откуда толпа возьмет ликвидность? Видимо, маркетмейкеры начнут эту ликвидность предоставлять. Разумеется, может быть, не на спотовом рынке, но на фьючерсном, на опционном рынке, да. Но хорошо, а как будут хеджироваться маркетмейкеры? Это всегда очень большой вопрос. Я пытаюсь вам объяснить, что я думаю, что вы не раз в своей жизни видели, когда, к примеру, акции какой-нибудь компании, например, начинают резко падать. И биржа просто берет и закрывает торги по этим акциям. Для чего? Ну, для того, чтобы вся толпа их начинает продавать, и акции будут в падении только ускоряться. А следовательно, если биржа еще будет предоставлять ликвидность по этим акциям, биржа просто может просто получить огромные убытки. Вот. Поэтому я очень не люблю, когда абсолютно все мнения по какому-либо инструменту сходятся в одном. Мне никогда это не нравилось. Но я только что рассказал два варианта, и в принципе вариант с покупками очень выглядит симпатично. И сегодня бонусом, как я сказал, австралийский доллар. Что касается долгосрочной перспективы, здесь есть проблемы. Есть у нас определенные скопления опционных контрактов call, собственно, наверху, есть скопление определенных контрактов put внизу. И казалось бы, что нам делать с этим торговым инструментом? А давайте сначала взглянем на него с точки зрения волновой теории Эллиотта. И мы с вами, в принципе, здесь можем увидеть такую ситуацию. Есть у нас импульсное движение вниз, и все. Рынок остановился на месте. Какие существуют варианты? Первый вариант это то, что коррекция уже прошла, и сейчас раз, два, три, четыре, пять цена будет убегать вниз на волну B. Ой, прошу прощения, на волну C, конечно же. А, Б, С, после чего мы покупаем. Вариант номер один. Вариант номер два это треугольник, друзья. Образование треугольника А, Б, С, Д, Е. Потом снижение вниз и рост. И мы покупаем. Почему рост? Потому что треугольник это всегда предпоследняя волна. И вариант номер три, как я всегда говорю,
Где есть треугольник, там всегда может быть классическая коррекция в виде канала А, Б, С вниз. И что мы делаем? Все хором, правильно, покупаем. Вот. Казалось бы, в принципе, идея хорошая. И, кстати, в недельном прогнозе я буду эту идею писать именно на покупку от уровня убытка маркетмейкера, нижней границы диапазона прибыли маркетмейкера, там 0,6880. А теперь давайте обратимся к данным, про которые я вам сегодня говорил, к данным толпы и посмотрим на толпу, что же толпа здесь делает. Во-первых, давайте отметим тот факт, что покупателей у нас 59%. 8% плюс 51, 59. Значит, продавцов у нас 41. Сразу понимаем, что покупателей больше, чем продавцов. Второе, что мы здесь видим, это огромные убытки продавцов по открытым позициям. И находятся эти убытки ниже уровня, ну давайте там 67-40. То есть, давайте первую мысль. Если по австралийскому доллару цена падает вниз и добивает до уровня 0,6675, то данные крупные убытки продавцов превращаются в их прибыль. Более того, вот этот весь убыток тоже становится прибылью продавцов, но самое главное, вот этот огромный убыток, который мы видим, он становится прибылью продавцов, и я так предполагаю, что раз это толпа, то вся толпа моментально будет фиксировать эту прибыль, то есть рынок просто толпе даст заработать. Нет, это какая-то ерунда. Но, подкрепляя свою мысль, все-таки снижение австралийского доллара, как я только что описывал, у нас есть три варианта, и по всем трем вариантам мы сначала еще идем вниз, и потом покупаем. Так вот, что касается логики снижения, она здесь, разумеется, присутствует. И присутствует она здесь таким образом, что мы видим стоп-лоссы покупателей. Это у нас стоп-лоссы покупателей. К примеру, вот у нас стоп-лоссы продавцов. Вы видите, объемы разрозненные, скоплений крупных нету, а здесь у нас крупное скопление стоп-лоссов покупателей. Причем, друзья, 2 дня назад, когда цена была на, по-моему, там 85-90 пунктов выше, чем текущее расположение, здесь у нас было прямо два таких больших скопления стоп-лоссов продавцов, и цена примерно была вот так вот расположена. И я в комьюнити Forex Times написал, что, друзья, оцениваем данную ситуацию таким образом, что будем продавать. Мы продавали, и цена опустилась где-то на 85-90 пунктов. Но скопление продавцов, прошу прощения, скопление стоп-лоссов продавцов еще осталось. Следовательно, я предполагаю, что цена пойдет эти скопления все-таки скушать. И здесь же цена получит импульс вверх, потому что данное скопление это лимитные ордера покупателей. И здесь лимитные ордера покупателей, скорее всего, скажут свое слово. Может быть, цена еще немного вниз сходит, но отдавать продавцам вот этот убыток, превращая в прибыль, рынку невыгодно ни разу. Поэтому любое снижение рынка ниже уже 68-80 можно уже ориентироваться на то, чтобы покупать, потому что вы можете посмотреть, что лимитных ордеров на покупку 43%, а лимитных ордеров на продажу 32%. Единственное, что мне не нравится, что большое скопление все-таки лимитных ордеров на продажу. Но, если у нас образуется треугольник, то половину этих ордеров будет активировано. Так как у нас А, Б, С, Д, Е еще нужны волны для образования треугольника. За счет этих волн активация лимитных ордеров на продажу половины, как минимум половины, произойдет. И мы увидим уже снижение для того, чтобы цена скушала стоп-лоссы, активировать лимитные
ордера на покупку и уйти вверх. Вот такая, собственно, логика. Но основа логики зависит именно от этих убытков. Это огромные убытки продавцов. Я, по-моему, еще ни разу не видел, чтобы цена такая добровольно. Давай я пойду в сторону толпы, особенно если толпа уже погружена в большие убытки. Давай я толпе прибыль сделаю. Ага, ну сейчас, конечно. Вот, поэтому, друзья, данный торговый инструмент краткосрочно, внутри недели, внутри дня можно рассматривать на покупку, но исключительно после того, как все-таки цена еще обновит минимальное значение, потому что нужно увидеть еще снижение, еще стоп-лоссы надо скушать. Стоп-лоссы покупателей, да, секундочку, стоп-лоссы покупателей обязательно нужно скушать, после чего можно будет развернуться вверх. Ну что же, друзья, спасибо большое. Надеюсь, сегодняшняя лекция была полезная. Могу единственное, что сказать: золото рассматриваем исключительно на покупку, продавать его в данный момент не стоит. Австралийский доллар, опять же, дожидаемся снижения. И после обновления минимума уже можно искать паттерны на покупку. Что касается евро, да, кажется, не хватает еще одной волны. И все достаточно красиво для того, чтобы понять, что коррекция уже закончилась. Но что вот это такое? Это очень интересно, прям было бы посмотреть. И если у кого-то очень сильно чешутся ручки, выставляете стоп-приказы на продажу и стоп-лосс, например, вот сюда. Можете посмотреть, если у вас сильные нервы, ручки чешутся, будет очень интересно посмотреть. Но вы должны понимать, что если цена обновит максимум, разумеется, такой ордер, даже обновит стоп-лосс, разумеется, такой ордер сразу удаляется. Удаляется. Все, спасибо большое, друзья. Надеюсь, вам сегодняшняя лекция понравилась, и она будет для вас полезна. Еще раз приглашаю в комьюнити Forex Times. Приходите, будем заниматься комплексным анализом. Вам очень понравится именно видеть логику вероятного движения торгового инструмента против толпы, видеть уровни, а именно крупные скопления уровней стоп-лосс, которые цена очень часто ходит кушать, она очень любит стоп-лоссы кушать. И, разумеется, вы будете видеть данные по данным Чикагской товарной биржи, что ожидают профессионалы. Разумеется, вы должны понимать, что не по каждому торговому инструменту можно будет напрямую сказать, что произойдет вот то, или другое. Вот, например, по газу я могу сказать, что произойдет с очень большой вероятностью, но газа сегодня не будет как бонусного торгового инструмента. Приходите в комьюнити Forex Times, там вы увидите, почему по газу я считаю очень перспективный торговый инструмент на ближайшее время. Тем более по газу был опубликован даже стратегический целевой уровень. Остается только найти паттерн для входа в рынок. Благодарю вас, друзья, всем классного вечера и всем пока-пока.